Ну все, я на месте. Я приехал по назначению. Навигатор у меня показывает, куда идти. Вообще проблем нету никаких. Где-то на этом же месте меня договоренность обратно эта же машина заберет. Мы здесь проезжали, в принципе. Но единственное, что я все это видел из окна машины. Может, даже где-то в кадре попало. А сейчас немножко прогуляюсь. Меня высадили прям неподалеку от того места, куда мне надо, где сервисный центр находится. Все подробно объяснили, как дойти, поэтому сейчас я не спеша, легким шагом доберусь туда. Вот такая вот история. Уже пришел я к этому торговому центру большому. Напротив тоже такой немаленький торговый центр. С транспортом здесь, конечно, засада. Два ряда паркуются. Пойду я по своим делам. Я сейчас нахожусь на каком-то большом рынке. Я столько ремонтов телефонов не видел во всей Турции до этого. Только сейчас это вот оценил. Что-то я шел, просто номер этого отделения искал, а тут их дофигища, блин, таких. Так внизу какие-то кафе-мафе есть. Фонтан здесь какой-то такой, призакрытый слегка. Вот. А так все это ремонт телефонов, ремонт, продажи, все это телефонов. В всяком случае, вот этот этаж. Пойду ради интереса выше поднимусь, посмотрю, что здесь еще есть в этом магазине. Внизу вон там книги видны, целый как это, отдел или магазин большой, книжный. Здесь вот какие-то ремни висят. Скорее всего, это такой торговый центр, как сейчас Горбушка. Раньше была чисто музыкально-компьютерная, а сейчас все больше становится и одежда, и другая там продается. Поэтому так, здесь то же самое. Телефоны, тоже продолжение, короче, предыдущей истории. Но уже с этими, с добавками этих часов. Вот я сейчас прохожу большое скопище. Какие-то украшения интересные, кстати, рыбёчки такие. Рыба классная. Продолжаются телефоны, какие-то подарки здесь. Подарки, и кони, и люди, и, как всегда, и маяки. Вот это прикольный магазин. Тут подарков всяких. Сувенирка здесь разная есть. Думаю, кому там какие-то всякие морды интересные, у кого кто коллекциями занимается. Ну и, конечно, Ататюрк вот стоит, золотой, серебряный. Кто уважает, а здесь многие это любят, уважают этого человека, поэтому такие вещи здесь продаются. Ладно. Мне сказали час поболтаться где-нибудь. Я не знаю, в торговом центре неохота болтаться, здесь, честно говоря. Надоест в час ходить. Я думаю, пойду на улице что-нибудь посмотреть, что здесь еще рядом есть. Торговый центр находится фактически прям рядом с рынком. И вокруг здесь тоже рынок, базар, как хотите. Назовите. Посуда. Сейчас прошел поворот, там было написано капуста, мапуста и так далее. Ложки, тарелки, керамические. Так, тут похожу. Музыкальный инструмент продается. Гитарки совсем маленькие. Классные. Вот одежда, чемоданы, куртки, штаны. Здание так интересно оформлено, а по сути торговый какой-то сооружение. Здесь посудный магазин. Пойду выгляну ради интереса, что там есть. Ложки какие-то.
Хорошо, все подписано. Музыка идет тут громко. Всякие плошечки есть. И такие. 3,50 стоят. И такие вот яркие. Тоже 3,50 стоят. Много раз. Короче, тарелочный рай. Вышел на другой перекресток. Интересный. Старинное сооружение, старинное. Рядом парковка. Решетки на окнах интересные. Мечеть. Отель Каза написано на той стороне. Я не очень далеко ухожу, потому что мне, в любом случае, сейчас, если отзвоняться, надо будет вернуться за телефоном. Поэтому я здесь нахожусь буквально в нескольких шагах от магазина. Так хожу, глазею, чтобы время, так сказать. Сейчас где-нибудь какая-нибудь лавочка будет, присяду, посижу. В той стороне тоже старое сооружение такое, старинное. Написано музей. Написано музей. Я не знаю еще, куда я сейчас зарулю, если пойду дальше. Поэтому я сейчас посмотрю, что здесь еще интересного. А здесь магазин чая, кстати, Бета. Чайнички. Кстати, торговая марка участвовала в этом. Когда был фестиваль в Адане, вот они там тоже были. Продаются, видимо, мотороллеры. Единственное, мне цена непонятна. 894 ТЛ. Это очень небольшая цифра. 843, 851, 682, 900. По ощущениям, что это какая-то, типа в рассрочку называется, они продают. Но эти все мотороллеры новые стоят, все до единого. Им многое, там я прошел, там еще начало у них есть. Надо узнать, такое такситле, как переводится. Прохожу какое-то грандиозное здание такое, достаточно большое. Адана Адалет Сарай. Скорее всего, административное. Но рынок не прекращается, безостановочно идет рынок-базар. Вот они, жилеточки здесь. И курточки тоже. Да, там охрана, полиция стоит перед входом в это здание. Я тут на районе гуляю, буквально еще куда-нибудь сейчас загуляю. Еще раз поверну, чтобы вернуться обратно. Велосипедных магазинов прошел. Мотоциклетно-велосипедных. Там прямо внутри тоже мотоциклы стоят. Разные, всякие. И на улице вот стоят. И много их. Судя по резине, прям новые они. Тут еще продолжение какое-то. Адана, Болге, Идаре. Ну, это администрация городская, скорее всего. Пойду еще немножко, пройдусь в эту сторону. Интересные какие эти, с такими мордочками. Как их правильно называть? Манекены, забыл. Из головы выскочил. Так, я ухожу на какое-то интересное место. Культурный центр там. Культур Меркази написано на той стороне. За ним
храм, который мечеть с 6 минаретами. Это рядом с ней парк находится, в котором проходил этот фестиваль еды. Я так подозреваю, что если туда вот влево поехать, как раз мы к этому парку и придем. Приедем. Вот. Единственное, что надо, конечно, в карту посмотреть. Сейчас зайду как. Ну, далеко я не пойду дальше, потому что мне надо сейчас вернуться будет обратно уже. Ну, такой город Адана, больше, чем Мерсин, похож на такой, на базар-вокзал. Старая чумазая такая Москва, как, знаете, при Лужкове. Или до Лужкова она была. До Лужкова, так, по-моему, называют ее. Вот. Поэтому посмотрел чуть-чуть. Вот сейчас на угол выйду. Посмотрю, что там еще интересно. И даже вот сельхозпродукция здесь есть. Видите, пила, трактора, прицепы, вот это мотоблоки. Все есть, как в Греции. Ладно, посмотрим, что еще в этой Греции турецкой есть. Какие-то опрыскиватели, скорее всего, судя по шлангам. Колеса огромные вон стоят на дороге. Тут прям таких много магазинов. Бимка. Это второй магазин такой продуктовый, сетевой. Потому что до этого идешь маленький лоточек. До этого А101 был, а этот Бим. А вот резина. Вот та мечеть. Слышно. Да, точно. Вон на той стороне зеленое сооружение. Мы его, вон там крыши кругленькие торчат. И сейчас я пойду, я выйду прямо, скорее всего, я выйду к реке. А за рекой стоит вон тот отель «Шератон». Это отель «Шератон», насколько я запомнил. Ладно. Вон зеленый какое интересное сооружение. Что-то я не видел. Вон отель «Сиян» написано. Большой это. Интересно. Я здесь первый раз так вот шарюсь сам на сам. Интересно на все это посмотреть. Все, телефон сделали. Можно идти обратно. Немножко подождать надо, когда моя, так сказать, машинка меня обратно заберет. Напротив этого торгового центра другой торговый центр. Называется Еникоза. Новая Коза. Пойду посмотрю, что там интересно. Торговый центр представляет из себя магазин одежды. В основном Мави написано. Мави. Здесь де-факто. Это тоже какая-то марка. Я, по-моему, иду по мужской стороне, а на той стороне женская. Свитера, кофты. Курток очень много. Сейчас вот разных. Ценники, я смотрю, тут свитера где-то по 99 лир, а куртки по 300 примерно. Девайте маски вперед, говорят нам по радио. Магазин одежды. Вот есть даже с утиными мордочками. Куртки прям пуховики. И вот куртка прям пуховик. Стоит она. Ценников вот нет нифига. Надо, короче, гадать. А вот этот пуховик написан, ценник. 299 лир. 300 лир. Пуховичок короткий. Ладно, тут особо не знаю, что. Тут 40 лир какая-то вот такая кофтенка.
Много разных. Я так подозреваю, что здесь первый этаж весь мужской, потому что все мужское здесь. А выше, наверное, женское. 144 лиры джинс, котон. А там Мави 219 лир. Тут очень много торговли, очень много уличной. Ножички, сигареточки в рассыпок, куча машинок для бритья, ремни, бытовую химию, туалетную воду всякую. Очень много. О, Бургер Кинг есть. Кстати, мы бывали в Бургер Кинге. Тут достаточно большое заведение. Ой. Достаточно быстро время пролетело, даже особо никуда и не загулял по городу. Здесь все рядышком. Идти мне недалеко до места встречи с машиной. Там, где я вышел, туда же мне сейчас надо и вернуться. Tourism Information написано. Ничего себе. Дверка прикрыта, но попытка засчитана. Банк. Акбанк. Кстати, большое кольцо. Я не знаю, в какую сторону потом отсюда поедет наша машина. Возможно, что просто как раз обратно развернется и поедет. Я понял, тут увидел в этом велик прикольный, 3 колеса для больших. Великов столько прикручено цепями. Здесь продают сигареты в рассыпок. То есть просто в пленочке. Я не знаю, где они их берут. Но они сами крутят. Вот. И потом здесь продается очень много портсигаров. Они кожаные, пластиковые. В общем, разные эти портсигары, металлические. Вот для этого случая как раз они продаются, чтобы потом эти сигареты достать и положить. Так. Ну, такие личности здесь тоже есть. Вот. При том, что это центр города, мы сейчас идем банки, большие филиалы такие, все по-серьезному. Ой, много отелей, которые здесь не туристические, а бизнес. Люди едут сюда делать бизнес в Адану. Так что вот, там внизу тоже дорога, вот за этим заборчиком. Ее не видно, только слышно, как она шумит. А я уже практически пришел на место встречи, вот возле этого диван отеля. Диван написано. Меня подберет машина в обратную сторону. Так что выключаемся и ждем. Где-то в той стороне аэропорт, вон взлетает самолет, только что полетел. Я прям буквально наблюдал взлет его. Там тоже отель очередной, вон там надпись «Отель». Где-то, скорее всего, оттуда приедет моя машина. Жду ее, когда она появится. Время не очень много. Не осталось ждать буквально там минут 5 или 10. Ладно. Полетел вон бизнес-джет. Ну, маленький самолет частный. Ждем, короче, свою такси. Заметки такие. Девушка прям в сапогах идет. Прям холодно ей. Куртка у нее, жилетка такая с капюшоном. Теплая. Под без рукавов. И в сапогах кожаных. Сейчас наблюдал картину. Приехали два мотоциклиста, вон, трафик-полис. Подъехали. Улицы не перекрывали. Ничего не делали. Буквально за... на 1,5 минуты встали и немножко остановили перпендикулярный поток. И проехало, видно, какое-то начальство там. С мигалками сопроводили его.
Я гляжу, вон остальные полицейские съезжаются. Видно, так, ну, зеленую, так сказать, волну мы сделали, но ничего не перекрывали. Просто взяли не спеша. Остановили на 10 секунд. Остановили чуть раньше светофор. Они быстро проехали, и все. Город дальше живет, никакого нету этого многочасовой пробки. Прям молодцы. Два мотоциклиста. Один встал, вот съезд с кольца закрыл, а другой выезд на кольцо. Вот по этой стороне. Все. Все остальное не перекрывали. Молодцы. Мне понравилось.